Последний шанс для Ирана. США скоро могут атаковать Иран. Америка должна дать дипломатии последний шанс, готовясь к применению военной силы. Об этом говорит экс-заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs. В течение 2 десятилетий воинственные голоса в Вашингтоне призывали Соединенные Штаты атаковать ядерную программу Ирана, и в течение 2 десятилетий их призывы отклонялись. Это потому, что большую часть этого времени аргумент против военных действий был убедительным и прямолинейным. Ядерный потенциал Ирана был незрелым. Международное сообщество было единым в том, что Тегерану необходимо доказать, что его ядерные намерения были исключительно мирными, и поэтому было разумно единым в санкциях против страны, когда стало ясно, что это не так. Эти санкции привели к высоким издержкам, которые подтолкнули Исламскую республику к переговорам. Есть еще много веских причин не бомбить Иран. Удар по этой стране внесет еще больше хаоса и нестабильности на Ближний Восток. Это потребует значительных американских ресурсов в то время, когда Вашингтон хочет сосредоточиться на других регионах. Это может подорвать авторитет США, если атаки не увенчаются успехом. И вероятность неудачи высока. Даже самые точные удары могут лишь отсрочить ядерное вооружение Ирана. Лучшим, самым прочным решением проблемы остается дипломатическое соглашение. Но сегодня аргументы против военных действий не столь очевидны. Ядерная программа Ирана уже не зарождается. На самом деле у страны есть почти все необходимое для создания оружия. Тегеран тем временем более уязвим и больше нуждается в новом сдерживающем факторе, чем несколько лет назад. Его сеть партнеров разорвана, а Израиль несколько раз поражал цели в пределах границ Ирана в 2024 году. Международное сообщество также сейчас расколото по вопросу о том, следует ли оказывать давление на иранский режим. В отношении Ирана по-прежнему действуют жесткие санкции, но их постоянно нарушают Китай, Индия и Россия, среди прочих. Возобновление полного соблюдения санкций может быть возможным, но для этого потребуется сотрудничество Китая. Особенно в то время, когда Пекин сталкивается с двухпартийной враждебностью со стороны Вашингтона. Отношения России с Ираном также крепче, чем когда-либо на протяжении десятилетий, и поддерживаются взаимными оборонными связями. Стимулы Тегерана создать ядерное оружие едва ли когда-либо были сильнее, а его ожидаемые издержки, вероятно, уменьшились. Учитывая риски военных действий, Соединенные Штаты должны предпринять последнюю, добросовестную попытку договориться о прекращении ядерной программы Тегерана в самом начале работы администрации Трампа. Но если они не готовы жить в мире, который создаст иранское ядерное оружие, у них может не остаться иного выбора, кроме как напасть на Иран. И как можно скорее. Благоразумие требует, чтобы Вашингтон спланировал военные действия сейчас и обеспечил понимание Ираном реальности этой угрозы, даже если он снова попытается пойти дипломатическим путем. Есть много причин дать дипломатии последний шанс. Прежде всего, американские официальные лица не знают, будет ли успешной военная атака. Соединенные Штаты и их партнеры могут обладать средствами для уничтожения всех основных ядерных объектов Ирана. Но это не является гарантией уничтожения всех ядерных материалов страны, или даже всего ее ядерного оборудования, часть которого может быть спрятана в глубоко зарытых хранилищах. Тегеран мог бы, либо в ожидании, либо в качестве быстрого ответа на удары США, перенаправить часть своего высокообогащенного урана на секретные объекты, сохранив достаточно материала для страны, чтобы быстро произвести несколько бомб. Если бы Иран подвергся нападению со стороны заявленной ядерной державы, обозначение, которое применимо к Соединенным Штатам, Тегеран был бы вновь заинтересован в разработке собственного сдерживающего фактора и мог бы почувствовать, что у него больше международной легитимности для этого. А с обогащенным ураном на руках он уже обладал бы основным ингредиентом. Основные элементы изготовления бомбы известны Ирану, и поэтому он был бы готов к быстрой сборке. Вот почему ядерная сделка 2015 года или совместный всеобъемлющий план действий СВПД была сосредоточена на предотвращении приобретения ядерных материалов, а не на оборудовании для создания оружия или ракетах. Фактически,
Многолетнее развитие ядерной экспертизы Ирана означает, что страна может создать оружие, даже если военные удары сделают все ее существующее оборудование и материалы непригодными для использования. Восстановление ее ядерной программы займет время, но атака, которая уничтожит Натанз и другие объекты, не является концом проблемы, как и смерть иранского физика Мохсена Фахризаде в 2020 году, или атака на иранский объект по производству центрифуг в 2021 году. Бомбардировка реактора Асирак в Ираке в 1981 году не положила конец его ядерной программе. Ядерная оружейная программа Ирака даже усилилась в последующие годы. Бомбардировка реактора Аль-Кибар в Сирии в 2007 году, возможно, была более успешной. Но погружение страны в гражданскую войну затрудняет оценку долгосрочных последствий удара для ее принятия ядерных решений. Высокие издержки нападения на Иран означают, что Соединенным Штатам следует снова попытаться прибегнуть к дипломатии. Чтобы окончательно подавить ядерные устремления Ирана, Соединенным Штатам, возможно, придется атаковать Иран постоянно или провести гораздо более масштабное нападение, такое, которое уничтожит элементы сил безопасности или режима страны. Обе задачи будут намного более длительными и трудными, чем ограниченная кампания, и было бы безрассудно предполагать, что у Вашингтона есть необходимые обязательства для завершения любой из них. Это означает, что удары по Ирану вызовут проблемы с доверием к лидерам США, особенно если Вашингтон в конечном итоге откажется от своих атак, а Тегеран произведет оружие. Более того, как только начнутся удары по Ирану, трудно представить, что последует быстрый поворот к дипломатии, если только не произойдет смена иранского правительства. Смена режима сама по себе не является гарантией лучшего результата, как в отношении ядерной программы, так и в отношении других вредоносных действий режима. Даже если Исламская республика рухнет, ее может заменить только более жестокий режим. Иран может скатиться в анархию. Мало кто будет оплакивать конец нынешнего правительства страны, особенно те, кого оно подавляло в течение 40 лет. Однако есть причина, по которой иранцы также обеспокоены рисками нестабильности режима и стали свидетелями арабской весны. Независимо от результата, атаки на Иран истощат ресурсы США. Уже поступает множество ужасных сообщений о нехватке боеприпасов и перехватчиков ПРО в Соединенных Штатах. Дополнительные расходы возникнут в неподходящее время для Вашингтона. Сегодняшняя международная ситуация сложна. Россия продолжает вести войну против Украины. Существует риск вторжения Китая на Тайвань. И почти весь Ближний Восток не урегулирован. Новая военная кампания против Ирана особенно обременит Соединенные Штаты. Если Европа, глобальный Юг и арабские партнеры Вашингтона будут против или, в лучшем случае, скептически настроены по отношению к американским военным действиям. А они все вполне могут быть. Высокие издержки нападения на Иран означают, что Соединенным Штатам следует снова попытаться прибегнуть к дипломатии. И есть основания для оптимизма, что, несмотря на нестабильную ситуацию, две страны смогут достичь соглашения. Дипломатия, в конце концов, имеет успешный послужный список, когда дело касается замедления ядерных устремлений Ирана. Европейские инициативы с начала 2000-х годов привели к краткосрочным приостановкам иранской ядерной деятельности, и когда они не смогли укорениться в долгосрочной перспективе, вынудили Россию и Китай поддержать санкции ООН. В 2013 году совместный план действий остановил иранские ядерные разработки, чтобы провести 2 года переговоров, которые привели к совместному всеобъемлющему плану действий – СВПД. СВПД полностью заморозил значительные части ядерной программы Ирана, подвергнув ее более строгому международному мониторингу. Каждая из этих инициатив в конечном итоге провалилась. Но хотя Иран и несет ответственность за прекращение европейских соглашений о приостановке, Тегеран выполнил СВПД, что даже первая администрация Трампа признала в своих обязательных отчетах Конгрессу по сделке. СВПД рухнул, потому что избранный президент Дональд Трамп вышел из него в свой первый срок. Но Трамп хорошо подготовлен к разработке замены именно потому, что он убил последнюю сделку. Переговоры о возвращении Соединенных Штатов и Ирана к полному взаимному соблюдению СВПД
в 2021 и 2022 годах прекратились, потому что иранцы не поверили, что Соединенные Штаты будут выполнять соглашение после передачи власти, и потому что Соединенные Штаты отказались рассматривать другие дипломатические подходы. Тем не менее, если сам Трамп согласится на новую сделку, Иран может поверить, что она останется в силе. Большинство демократов поддерживают дипломатию, и если Трамп присоединится, республиканцы тоже могут это сделать. Хотя сделка возможна и предпочтительна, прийти к ней будет сложно. Трамп проявил интерес к тому, что он называет простой сделкой по лишению Ирана ядерного оружия, но условия любой сделки должны быть сложными, чтобы иметь большой эффект. Тегерану и Вашингтону необходимо будет договориться о том, насколько далеко должны зайти ограничения на ядерную программу Ирана, следует ли создавать правила относительно регионального поведения Ирана и какие смягчения санкций и гарантии безопасности может получить Иран. Выяснение всех этих вопросов потребует обширных переговоров, особенно для того, чтобы гарантировать, что сделка будет устойчивой, проверяемой и реализуемой, и потребует вовлечения большего числа сторон, если региональные проблемы будут в центре внимания. Многосторонние переговоры трудны даже в лучшие времена. Война России в Украине и напряженность между Пекином и Вашингтоном – это всего лишь два раздражителя, которые сделают такой процесс очень сложным для организации сегодня. Тем не менее, есть основания надеяться, что при наличии достаточного времени и креативности Тегеран и Вашингтон смогут прийти к какому-то соглашению. Но, несмотря на стратегические неудачи и уязвимости Ирана, в первую очередь, в результате атак Израиля на доверенных лиц Тегерана и на сам Иран в октябре, ядерный прогресс Ирана сделал время ресурсом, которого не хватает. Если Соединенные Штаты будут придерживаться подхода максимального давления, чтобы смягчить Иран для последующих переговоров, Иран может принять ответные меры, спрятав свои ядерные материалы, создав бомбу, выйдя из договора о нераспространении ядерного оружия или сделав все три. Если попытки заключить сделку потерпят неудачу, Соединенные Штаты должны быть готовы использовать свои военные силы. Иранское ядерное оружие не будет представлять краткосрочной экзистенциальной угрозы для Соединенных Штатов. Собственные ядерные вооружения Вашингтона значительно превосходят по численности любые иранские запасы, и Иран все еще разрабатывает свой потенциал межконтинентальных баллистических ракет. Однако, если Иран разработает ядерное оружие, это побудит других на Ближнем Востоке сделать то же самое, что приведет к будущей гонке вооружений, которая рискует привести к ядерной войне. Даже если Иран не передаст ядерное оружие марионеточным группам, хотя решение Ирана оснастить хуситов и Хезболлу баллистическими ракетами делает ядерную передачу более правдоподобной, его ядерный арсенал может стать целью для террористических или преступных групп, и многие партнеры США попадут в зону действия огня Ирана, как и значительные поставки мировых энергетических ресурсов. Таким образом, мир, в котором Иран обладает ядерным оружием, будет гораздо более опасным для Соединенных Штатов и их партнеров. Атака на ядерную программу Ирана принесет стратегические выгоды, выходящие за рамки простого предотвращения ядерного нападения опасного противника. Например, удары еще больше истощат и без того ограниченные ресурсы Тегерана. Страна, снова отброшенная назад, будет бороться больше, чем когда-либо, чтобы угрожать интересам США. Ей придется одновременно балансировать между восстановлением своей ядерной программы, восстановлением Хезболлы, пополнением своих ракетных сил и управлением своими общими экономическими проблемами, все еще находясь под санкциями. Проще говоря, Ирану придется сделать реальный выбор относительно своего стратегического направления. Он потеряет все свои основные системы и методы сдерживания, и он больше не сможет обращаться к ядерному оружию как к дешевому и быстрому варианту их восстановления. Если попытки заключить сделку потерпят неудачу, Соединенные Штаты должны быть готовы задействовать свои вооруженные силы. Ослабленный Иран принесет дивиденды Ближнему Востоку. Иранское правительство может получить ограниченный прирост своей народной поддержки после атак США, но в зависимости от их серьезности, масштаба нацеливания
и любого непреднамеренного сопутствующего ущерба, среднестатистические иранцы могут также увидеть в них возможность оказать давление на режим, чтобы тот изменился. Нападение Израиля на Иран в октябре 2024 года, похоже, не вызвало заметного эффекта сплочения вокруг флага, что предполагает, что нападение США тоже может не вызвать. Кроме того, у Тегерана будет меньше времени и ресурсов, чтобы преследовать или подрывать своих соседей после нападения США, и больше стимулов вместо этого работать над конструктивными региональными соглашениями о безопасности. Его неудачи также снизят давление на другие страны с целью приобретения собственных ядерных арсеналов. Наконец, атака на ядерную программу Ирана могла бы помочь укрепить авторитет США, хотя неудача рискует ослабить его. За последние 2 десятилетия в мире появились сомнения относительно приверженности Вашингтона решению угроз. Виноваты обе партии. Администрация Обамы провела красную черту в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада, использовавшего химическое оружие, а затем отказалась ее применять. Трамп не отреагировал на многочисленные атаки Ирана на американские силы и энергетическую инфраструктуру союзников США, несмотря на свои обещания действовать. Если правительство США теперь увидит, что Иран станет ядерным, несмотря на неоднократные обещания не допустить этого, государства-претенденты зададут еще больше вопросов о прочности обязательств США, подвергая друзей и союзников Вашингтона серьезному риску. Удар по Ирану, безусловно, не единственный или, возможно, даже не лучший способ усилить восприятие американской мощи. Но он может сыграть свою роль. Конечно, это предполагает, что удары Вашингтона будут достаточно дальними, чтобы в конечном итоге предотвратить ядерное вооружение Ирана. Соединенные Штаты, без сомнения, могли бы уничтожить известные ядерные объекты Ирана, но это само по себе не помешало бы Ирану получить ядерное оружие. Такой подвиг, вероятно, потребовал бы более одного раунда ударов, долгосрочного военного присутствия США и готовности США расширить свой профиль атаки за пределы ядерных объектов, чтобы нацелиться на лиц, принимающих решения в Иране. Таким образом, Соединенным Штатам, вероятно, нужно будет нанести удары, которые будут сосредоточены на активах режима или силах безопасности, даже если они вызовут внутреннюю нестабильность. И им следует сейчас подумать о том, как спроектировать эти удары, чтобы уменьшить негативные последствия этой нестабильности. Свободные разговоры о так называемых простых ударах или о том, как Вашингтон может решить многолетнюю проблему с помощью нескольких бомбардировок, могут показаться привлекательными. Но нет замены серьезной, честной и последовательной оценки того, какие виды атак сработают, как долго их придется поддерживать, сколько они будут стоить и как избежать худших результатов. Власть Вашингтона над ядерными расчетами Тегерана в конечном счете ограничена. Никто в Соединенных Штатах не знает, как на самом деле иранские чиновники смотрят на свое нынешнее затруднительное положение. Возврат санкций максимального давления может стать толчком к вооружению. Но удары, которые Иран уже получил от Израиля, в сочетании с его неблагополучной экономикой, уже могут быть достаточными, чтобы побудить его стать ядерным в момент, когда он сам это выберет. Американским политикам следует начать учитывать в своих расчетах то, что иранское ядерное оружие — это угроза, которой необходимо управлять. Однако время для действий ограничено, и вскоре это окно возможностей может закрыться. Таким образом, Вашингтон может рассмотреть крайние меры. В ходе переговоров по СВПД Соединенные Штаты пришли к выводу, что ограничение Ирана временными рамками в 1 год, необходимыми для производства достаточного количества пригодного для использования ядерного материала, является важным. Это позволяло выиграть время для поиска дипломатических решений и, в случае необходимости, подготовки международного сообщества к возможному военному ответу. Но этот буфер давно исчез. Иран прорывался с тех пор, как начал производить 60% обогащенный уран в 2021 году. Относительное затишье нынешнего ядерного кризиса между Ираном и Соединенными Штатами больше говорит о бушующем характере войн в других местах, чем о сдержанности со стороны Тегерана или эффективной дипломатии со стороны Вашингтона.
нет никаких гарантий, что кризис будет оставаться спокойным в течение длительного времени. Тот факт, что военная сила может быть необходима для предотвращения иранского ядерного прорыва, следует рассматривать как двухпартийный политический провал. Недостатки удара серьезны, и поэтому более безопасный курс – предпринять еще одну попытку переговоров. Но если это не удастся, Вашингтон должен быть готов. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали мировые и региональные новости.